Привет. Я думаю, звание самые народные, неумные, конечно, но фитнес-часы точно с уверенностью можно присудить Amazfit Bip. Недорогие, с кучей фишек, да, они тоже с косячками, но по совокупности своих функций они, наверное, получаются, топ за свои деньги. Компания Huami не сидит на месте и подготовила для нас новое поколение своих часов Amazfit Bip S. И судя по названию, что-то мне подсказывает, что изменений там не так уж и много, и их нужно поискать. Как и всегда, когда выходит что-то новое, наверное, самый правильный подход — сравнить с прошлым поколением. Чем мы сейчас и займемся. Amazfit Bip и Amazfit Bip S. Сравнение, погнали! Для начала немного посмотрим, во что вообще превратились Amazfit Bip за полгода ежедневной обычной эксплуатации. Из основного немного подстерся силиконовый ремешок, что в общем-то мелочь, на Алиэкспрессе их куча продается там за $2. Защитное стекло экрана покрылось сеткой маленьких царапин, которые видны в основном только на солнце, и как бонус, между стеклом и корпусом часов забилась всякая пыль, которую практически нереально оттуда достать или как-то выдуть. В общем-то ничего критичного. Основные жалобы, которые можно встретить на форумах, достаточно часто у людей отклеивается экран. У кого-то после бани, у кого-то после плавания, бывает, что и просто так, от времени. Если положить рядом старое и новое поколение, их практически не отличить. Вот вообще. На этой фотографии в сообществе канала несколько человек, в общем-то, их и перепутали. На самом же деле слева Bip S, а справа обычные бипы. Досадно, но огромные рамки по бокам экрана так и остались. Чисто технически новые бипы стали толще почти на миллиметр, но тактильно это никак не ощущается, да и весят они столько же. Ремешок, в принципе, не изменился. Если раньше он был просто силиконовый, теперь заявлено, что он силиконовый и скин-френдли. Короче, не вызывает раздражения и должен легче чиститься. На практике такой же обычный ремешок может быть чуть более матовый. Зато на резиновом кольце теперь есть специальный выступ, чтобы хвостик ремешка все время не выскакивал. В комплекте, как и обычно, кроме зарядки инструкции, больше ничего нет. Зарядка — это такой массивный кредл, не очень удобный, но благо заряжать часы нужно нечасто. Всего доступны 4 цвета: оранжевый, черный, белый и розовый. Где вот точно можно заметить разницу между поколениями, это на задней части. В Bip S поставили улучшенный датчик измерения пульса BioTracker PPG, у которого на бумаге интенсивность свечения светодиодов стала выше в 7 раз, и заодно он стал на 80% экономичнее. Но это мы еще проверим. Зато для барометра в новом поколении места не нашлось. Первое, что замечаешь, когда только начинаешь пользоваться часами, стала более плавная и приятная анимация. Если раньше в обычных бипах любое перелистывание сопровождалось таким характерным дерганием, теперь все плавненько. Защитное стекло все тоже Gorilla Glass 3-го поколения. Как мы уже выяснили, со временем оно царапается. Так что или забиваем на это, или заказываем пленки. Внизу оставлю ссылку на нормальные. Основная претензия, точнее даже не претензия, а просто основная вещь, которая многих владельцев старых бипов со временем стала побуждать засматриваться на новые часы, это экран. Бесспорно, у трансфлективного экрана огромное преимущество. При любом свете, неважно там солнце, просто искусственное освещение, информацию на экране видно всегда. И чем больше света, тем лучше видно. В темноте уже нифига не видно, но включается подсветка и снова хорошо. Но при этом при диагонали экрана 1,28 дюйма разрешение 176 на 176 точек говорит нам о том, что, друг, пиксельную сетку будет видно в любом случае. Разрешение, не самое высокое. Может, это кого-то расстроит, но диагональ разрешения экрана в новых бипах не изменилась. Зато, если раньше экран поддерживал всего 8 разных цветов, теперь в 8 раз больше – 64 цвета. Почему-то мне это напомнило те дни, когда я до дыр засматривал журналы связного и сравнивал, у кого там полифония круче или камера там не 0,3 мегапикселя, а 1,3. В общем-то разница сразу видна. Вот, наверное, самый цветастый циферблат, который я нашел, и очевидно, что у новых бипов экран реально насыщеннее, цвета ярче. Но этот вывод применим только если подсветка включена. Небольшой тест. Где, по-вашему, сейчас изображение кажется более контрастным и видно лучше? На часах слева или справа? Очевидно, что на часах справа изображение более контрастное. Может даже показаться, что это свет как-то так падает, но нет, условия одинаковые, и это старые бипы. Я не понял как, но реально на солнце или на любом свете обычные бипы без подсветки более контрастные. Идем дальше. В Amazfit Bip S также есть 5 ступеней яркости подсветки, и тут можно сделать 2 вывода. Первый, в новом поколении подсветка менее яркая. С учетом того, что подсветка нужна только когда другого цвета нет, это в общем-то не становится проблемой. А другой косяк, что сама подсветка на новом поколении неравномерная, и если приглядеться, видны отчетливые желтые засветы по краям экрана. В старом поколении на это нет даже намека.
Сейчас, как обычно, наверное, активизируются защитники, что вот, часы только вышли, но, ребят, обосрались, значит обосрались. По мне, это явный косяк, как-то выглядит некрасиво, и неизвестно, будет такая подсветка у всех или у некоторых. К сожалению, я не Брюс всемогущий, и скупить все новые бипы, чтобы проверить это, не могу. В целом, революции по экрану однозначно нет, скорее эволюция еще и с некоторым регрессом. Чего дико не хватало в старых бипах, и этого можно было добиться через какие-нибудь костыли, в новых бипах есть прямо из коробки. С главного экрана делаем свайп влево и вуаля. Все, что умел делать Mi Band 4, теперь научились и Bip S. Управлять музыкой, переключать треки и регулировать громкость теперь можно прямо с них. Восхитительно. Немного поменялась логика управления. Теперь свайпом вправо или влево открывается доступ к управлению музыкой, шагомеру, измерению пульса и прогнозам погоды. Добавилась новая вкладка Huami PAI. PAI — это сокращенно Personal Activity Intelligence, показатель состояния здоровья. За неделю предлагается набрать минимум 100 пунктов. Как говорит Huami, согласно выводам фитнес-исследований, люди с PAI выше 100 пунктов за неделю статистически более здоровы. Во время съемок у меня в день набегало 7 PAI, что получается в 2 раза ниже нормы. Вообще, полезная фишка, если рассматривать как один из рычагов поднять свою жопу с дивана и пойти побегать, вполне имеет право на жизнь. Основное же меню вызывается нажатием на кнопку, где уже прячутся настройки, секундомер и будильник. К сожалению, секундомер или таймер во время работы по-прежнему не свернуть, его нужно обязательно завершить, а будильник с часов также не настроить, его можно только включить и выключить, а вот время выставлять только с телефона. Свайпнув с основного экрана вниз, открывается шторка, где раньше был только режим «Не беспокоить». Теперь здесь кроме него блокировка экрана, настройки яркости и ярлычок управления музыкой. На вкладке «Спорт» теперь 6 видов активности против 4 у прошлого поколения, хотя на официальном сайте Amazfit обещают аж 10 видов. К бегу, беговой дорожке, велосипеду и ходьбе добавились еще 2 – плавание на открытой воде и плавание в бассейне. И это неспроста. Если у прошлого поколения влагозащита была IP68, что неплохо, но не подразумевает плавание, в Bip S влагозащита уже до 5 атмосфер, что эквивалентно до 50 метров статического давления водяного столба. Но вот только это не значит, что на такую глубину в них можно погружаться. 50 метров рассчитаны в лабораторных таких неподвижных условиях. Погружаться, короче, не стоит, но плавать по идее теперь можно без боязни за отклеившийся экран. Сам GPS-чип от Sony, который также поддерживает GPS и GLONASS, в новом поколении на бумаге обещает более высокую скорость поиска спутника и точность позиционирования. Тут надо отдать должное. На местности между высотными домами Bip S реально секунд на 5 быстрее поймали спутники, чем прошлое поколение. А теперь посмотрим их на деле. Прогулку протяженностью 1,3 км я зафиксировал с помощью 3 устройств. Galaxy S20, который мы априори будем считать более точным в плане позиционирования, бипы прошлого поколения и Bip S. По траектории реально ближе всего к истине Galaxy S20, обычные бипы, с погрешностью. На самом левом отрезке виден крюк, как будто я выскочил на проезжую часть, в реальности просто шел вдоль дома. Что удивительно, в условиях города менее точный график нарисовали бипы нового поколения. Во-первых, на левом отрезке я тоже у них выскочил на проезжую часть. В верхней части я вообще перебежал дорогу сначала туда, потом обратно, отсюда и разница по расстоянию. С-20 и прошлые бипы насчитали 1,31 и 1,33 км соответственно, разница 20 метров между домами как бы еще куда ни шло. Новые бипы уже показали 1,4 км, что на 90 метров больше, и это на короткой дистанции. Возможно, на дистанции больше погрешность тоже увеличится. Но есть за что бипы нового поколения и похвалить. Новый датчик измерения пульса BioTracker PPG в спокойном состоянии показывает примерно те же значения, что и бипы прошлого поколения. Они, как мы знаем, достаточно близки к показаниям тонометра. На середине прогулки 2 отрезка я решил пробежаться, и на графике видно, бипы нового поколения более чуткие в этом плане. Изменения пульса они зафиксировали как-то корректнее. Точности, как у нагрудного датчика, конечно же не будет, но как плюс в копилку им точно отправится. Логика управления входящими уведомлениями не изменилась. СМС или сообщения из мессенджеров, звонки, которые можно или отбить, или сделать беззвучными, все осталось таким же. Зато появилась фишка, как в Amazfit GTS. На изначально предустановленных циферблатах в часах, которых всего 3 штуки, 2 из них изменяемые. Можно на свой вкус настроить, что будет отображаться в верхней и нижней части. Честно, если в Amazfit GTS получилось так, что на тот момент, когда я их тестировал, самыми лаконичными циферблатами были как раз стандартные, в случае с Bip S циферблаты, которые можно скачать из фирменного приложения Amazfit или Mi Fit, куда приятнее и как-то нагляднее. Из минусов в сторонних приложениях из Play Market, где можно было скачать циферблаты для старого поколения бипов, на новые бипы те циферблаты не ставятся. Возможно, это пока, может, со временем как-то адаптируют.
Зато мое любимое стороннее приложение Notified Fitness for Amazfit вроде работает, по крайней мере текст уведомлений, который мелковат, можно принудительно увеличить. Если не знаете как, посмотрите обзор прошлых бипов, там я все рассказываю, ссылка внизу. На прошлое поколение бипов существовала куча разных прошивок, можно было вплоть до калькулятора загрузить на часы, но вот есть информация, что новые бипы в этом плане более закрытые, но вот это уже покажет время. Сильной стороной или однозначным преимуществом бипов прошлого поколения всегда была автономность. Месяц стабильно из них можно вытянуть, и к счастью в BipS не стало хуже. Да, вот это мы уже докатились, радуемся, что хуже не стало, ну и лучше в общем-то тоже. Примерно тот же уровень. В среднем с включенным измерением пульса и часовой тренировкой оба браслета садились за сутки на 8-9%. С отключенным измерением пульса цифры уже были в районе 4-5%. Ну и самое главное – цена. Что удивительно, прошлое поколение бипов в цене за все время своих продаж как-то даже особо не упали. На Алиэкспрессе на них от 50-55 баксов стартует ценник, в России, ну или в Москве ценник начинается от 4000 рублей, если брать в расчет серые поставки. Бипы нового поколения будут чуть дороже, за 70 баксов они будут продаваться, и есть информация, что за 5500 рублей их можно будет скоро найти и в России. В целом получились нормальные часы, чуть дороже прошлого поколения, стал сочнее экран, интерфейс более плавный, пульс меряют точнее, влагозащита теперь серьезней, ну какой-то косяк с подсветкой, GPS почему-то с большей погрешностью стал показывать, в общем косяков тоже хватает. Amazfit BipS не показали нам прям какого-то нового уровня и вполне соответствуют своему названию. Небольшие косметические изменения, интерфейс стал плавнее, музыку теперь можно попереключать. Но что с GPS, что с подсветкой? По внутреннему ощущению, если на руках уже есть старые бипы, наверное, обновляться особо смысла нет. Ну а если просто ищете, что прикупить, то рассматривать можно. Ну и небольшой бонус для тех, кто досмотрел это видео до конца. Amazfit BipS нового поколения мы разыгрываем, и они отправятся кому-то из вас. Условия, как всегда, супер простые. Лайк, подписка и комментарий. В комментарии напишите, что вам понравилось в новом поколении, ну или наоборот, что прям бесит. Итоги подведем, как обычно, через пару недель в прямом эфире, более подробно в описании. А на сегодня все. Всем крутых гаджетов, удачи в розыгрыше и до встречи в следующих видео. Пока!